Тихо, тихо, аккуратно. Маленький, маленький. Тихо, тихо, тихо. Блин. Тихо, тихо, тихо. Хорошенький. Как мы тебя тут... Сейчас. Подожди. Вот. Где-то тут запутался. Вот тут сильно. Тихо. Какой он маленький вообще. А ну давай, выпутай, пробуй ведь. На шее. Он лапу... Чё ты кусаешься? На шее, блин, да, на шее. Да, вот на шее. Маленький. Тихо. А ну пусти. Давай. Конечно, качество первых минут видео совсем не напоминает Live Today, но мы как бы не готовились такое снимать. Никогда не знаешь, где понадобится твоя помощь. Белочку мы нашли в городском парке. Точнее, не мы нашли, а прохожая бабка сказала, что там в деревьях белочка запуталась в леске. Если бы это были дети, понесли бы домой спасать, а бабка хорошо хоть сказала о находке, и на том спасибо. Здесь много бродячих собак, неизвестно, чем все могло закончиться. Блин, реально люди просто... Ух ты, кусаешься! Провозившись минут 20, стало ясно, что просто так белку не освободить, и мы решили забрать ее в ангар. Ребята, не оставляйте после себя мусор. Казалось, безобидная леска, а могла стоить жизни маленькой белочки. Ай-яй-яй-яй! Кусают! Джек, смотри, кого мы тут нашли в лесу, в посадке. Нельзя сказать, что высвободить белочку из оков в леске было сложно, но со стороны казалось, что будет гораздо легче. Это настолько активное и подвижное животное, что ножницами пришлось прицеливаться раз 20, прежде чем получилось обрезать леску. Все боялись ненароком ее уколоть. А еще, несмотря на то, что это еще детеныш, кусается своими зубками, очень неприятно. После освобождения мы думали, бельчонок рванет по сторонам, но он оказался довольно спокойным и даже принялся вычищать свой мех, умываться. Теперь он понял, что был в безопасности, и ему хотели помочь, а не навредить. Такое красивое животное могло погубить человеческое свинство. Когда стало ясно, что опасность миновала, Рыжий решил расслабиться и уснул. Такого поворота мы точно не ожидали. Ну а что, в безопасности, еще и стресс такой пережил. Нужно успокоить свои эмоции и отдохнуть. Правда, белки очень пугливые, и сон у них чуткий, на любой шорох вскакивает. Пока Витя сторожил сон белочки, я мотнулся, купил несколько разновидностей орехов и изюм. Судя по размерам, она еще совсем маленькая. Сложно идентифицировать, но согласно Википедии, ей должно быть больше 8 недель, если она отделилась от мамы. Или наоборот, младше 8 недель, и тогда где-то в лесу ее по-прежнему ждут домой. А еще вычитали печальную статистику, что 75-80% молодняка не доживает до года и погибает по разным причинам. Как бы то ни было, белочку нужно возвращать в дикую природу. Мы вернулись на то место, где подобрали рыжую и отпустили с миром. Правда, белочка к нам так привязалась, что не хотела уходить и все предпочитала бегать по мне, лишь бы не обратно. Мы, конечно, были польщены таким поведением и уже думали оставить себе. Но, видать, это было прощание. Как только развесили уши, рыжая позвонила Себастьяну и по стволу взобралась на самую верхушку дерева. А потом с дерева на дерево и сидит, смотрит на нас с высоты. Все, пока, малая. Не тут-то было, только мы уходить, белочка спускается вниз и за нами. Теперь я как мама кенгуру. Мы, конечно, любим животных, и одно время довольно часто снимали видосы с енотом Хайпом. И вот тема животных нас преследует даже тогда, когда мы и близко не собирались снимать что-то подобное. Теперь придется для белки строить дом, ждать, пока она подрастет, окрепнет и выгонять на улицу.
Закупили мы брус, макет вольера в голове и погнали собирать каркас. Деревянный скелет — это только начало. Следующим этапом необходимо обтянуть каркас металлической сеткой. Кстати, размер домика для белочки будет 2 метра в высоту, 2 в ширину и 4 метра в длину. В таком вольере будет где разгуляться. Осталось повесить двери, и по части экстерьера мы закончили. Дальше переходим к интерьеру. Будем создавать для белочки условия, максимально приближенные к тем, что она видит в дикой природе, и даже лучше. По-любому каждый слышал про беличье колесо, его используют для мелких домашних грызунов, для хомяков, мышей, бурундуков, ну и естественно для белок, не зря же в честь нее назвали. Так как дом у нашего нового гостя класса люкс, то и колесо неотъемлемая часть интерьера. Причем таких размеров, как мы хотим, в продаже нет. А нам и не надо, мы же можем собрать своими руками. Наше колесо, вернее колесо для белочки, размером такое же, как велосипедное. Одним словом, будет где разогнаться. Чтобы превратить движущую силу белочки в электроэнергию, мы достали небольшой генератор и плату. Осталось собрать воедино и будем бесплатно заряжать телефон. Ну, как бесплатно, кинул в топку пару орехов, законнектил телефон и радуйся. Кроме колеса для белочки, мы приготовили еще несколько ништяков. А именно настоящую деревянную лестницу, которая будет вести к подвесному гамаку. Короче, не дом, а релакс хотел. Говорят, слоны могут проходить сотни километров в поисках соли. Белочке такие путешествия ни к чему, про солевой камень мы также не забыли, все нюансы по возможности учтены. И вот наша работа готова к сдаче потенциальному жителю. Пришло время показать нашему маленькому рыжему красавчику его новый временный дом. Пока не знаю, сколько он у нас проживет. Но учитывая печальную статистику, что 4 из 5 бельчат погибают в первую же зиму, а мы хотим от себя хоть немного такую тенденцию нарушить, то до весны, думаю, малыш у нас побудет. Кстати, мы коллективно дали ему имя Себастьян за его невероятную скорость удирать. И если он сам не пойдет к вам на руки, то самостоятельно вы его в жизни не словите. Так что Сиба теперь наш новый подопечный, и мы в ответе за него как минимум до следующей весны. Рацион и предпочтения бельчонка нам пока только предстоит выяснить, так что начнем с арахиса, миндаля и изюма. Единственное, нам пока так и не удалось объяснить Сибе, как пользоваться колесом. И на примере показывали, и вертеть пытались.
Но оказывается, Google говорит, что до полугода белки не понимают, что это за чудо-машина и зачем нам вообще понадобилось заряжать телефон. Зато быстро схватывает, что такое колокольчик и зачем он вообще нужен на ютубе. Уверен, у большинства из вас проскочила в голове мысль, а что будет, если Белочку познакомить с енотом Хайпом? Ну или Хайпу показать Белочку, какая реакция будет у енота. А у Белочки... Поначалу Хайпик вообще не понял, зачем его привезли в эту клетку, но любопытство енота не оставило его равнодушным. Тем более такое интересное строение. Он даже не сразу понял, что кроме него здесь еще кто-то есть. Куда интереснее было обилие всевозможных лазов, переходов, канатов, куча интересных пеньков, которые можно попереворачивать. Даже на дом енот взобрался, прежде чем вообще понял, что он здесь не один. Но Себастьян походу оправдывает свое имя, и если енот в 10 раз медленнее человека, то Белочка во столько же раз шустрее любого из нас. Это все образно, конечно, но еноту рыжую не догнать ни за что. Так что знакомство получилось разве что очным, но никак не тактильным. Белочка перемещается в основном по верху, а енот от природы совсем не канатоходец, да и ветки не под его вес рассчитывались. Что ж, к теме знакомства енота с белкой, возможно, мы еще вернемся, а пока... Пока-пока.